Меня иногда приколоть хотят. Говорят, зачем кулинарные книги сейчас нужны? Все и так есть в интернете. Отчасти можно согласиться. В интернете можно много всякого найти. Но это будет именно всякое. Впрочем, и книги тоже бывают очень уж всякие. Не по каждой книге можно понять, как приготовить то или иное блюдо. Моими книгами иногда я пользуюсь сам. Ведь не все рецепты мы готовим настолько часто, насколько хотелось бы. Например, для приготовления, сейчас кое у кого сердце забьется, творожных пончиков понадобится полкило творога, 3 яйца и полкило муки. Пока что я должен смешать яйца, творог и 150 граммов сахара. Предвижу вопросы, нельзя ли сэкономить на сахар, мне сахар вредно. Нельзя. Не готовьте пончики. Будет невкусно. А самая вредная еда – это та, от которой у людей портится настроение. Как это так можно? Поел, и у человека испортилось настроение. Нет, еда должна вызывать только положительные эмоции, только радость. Хорошая еда в семье – это счастье. Это счастье кулинара. Так называется моя книга, по которой мы сегодня будем готовить пончики. Смесь сахара, яиц и творога надо растереть так, чтобы не осталось ни одного комочка. Кстати говоря, чуть не забыл. Надо добавить 1 пакетик разрыхлителя. И предвижу вопросы, мол, где разрыхлитель – это химия, это вредно. Разрыхлитель точно такая же химия, как обычная соль. Натрий хлор. Понимаете, как страшно это звучит? А надо всего лишь навсего пол чайной ложки. Без соли вкусно не будет. И вот теперь в эту достаточно жидкую смесь можно постепенно добавлять муку. Здесь уже отвешено. Ровно полкило муки. Обычно я не приветствую тех кулинаров, которые требуют точные граммы. Скажи, сколько именно граммов. Понимаете, возьми яйца. Обычные куриные яйца. Одно яйцо может весить 50 граммов, а другое все 70. Разве не понятно, что и муки в этом случае понадобится добавить, может быть, больше, а может быть и меньше? Смотрите по результату. Следите за моими движениями. Смотрите, каким должно получиться тесто. Сначала оно довольно липкое, и я замешиваю его лопаткой, можно замешивать ложкой обычно. А когда тесто перестанет быть липким, можно будет продолжать месить руками. На этот раз оказалось, что 500 грамм муки как раз. Тесто перестало липнуть, видите, руки остаются чистыми. Но его теперь необходимо смазать маслом и затянуть пищевой пленкой, чтобы тесто постояло минут 20. За это время в тесте разовьется клейковина, оно перестанет быть рыхлым, оно начнет тянуться. А кроме того, в тесте начнет работать разрыхлитель. И внутри теста появятся пузырьки воздуха, потому что иначе тесто останется одним комком. Ведь в тесте не было ни дрожжей, ни соды и никакой кислоты, только разрыхлитель. Пока подходит тесто, у меня есть время немного рассказать вам об этой книге. Во многом она автобиографична. Я рассказываю в книге о том, что любил в детстве, что любил в молодости, что мы готовили с супругой, когда были молодыми, что мы начали готовить в более зрелом возрасте. И в конце концов то, что я люблю сейчас. Многие из этих рецептов вы на самом деле можете найти на моем канале. Но многих рецептов пока что даже в социальных сетях нет. А здесь ведь все очень вкусное. И куличи на Пасху, и мороженое, и консервы на зиму, и как приготовить азербайджанскую пахлаву, и как заквасить капусту. Одним словом, все для того, чтобы организовать питание в счастливом, хорошем доме, где растут послушные дети, где подрастают веселые и очень любимые внуки. Очень часто при работе с тестом столы подпыляют мукой, чтобы тесто к столу не липло. Но если вольно или невольно добавить в это тесто еще немного муки,
оно получится довольно грубым. А необходимо, чтобы тесто оставалось нежным. Поэтому я смазываю и руки, и стол маслом. И теперь начинаем делить тесто на будущие пончики или пышки. Как вы их называете? Вот я слышал, что в Ленинграде, или как теперь говорят, в Санкт-Петербурге, их называют пышками, в случае, если внутри есть дырочка. А если нет, то пончик. А в Москве все наоборот. Как называете вы? Мне интересно узнать. Тесто в итоге получилось 1 килограмм 250 грамм. Ну, просто если суммировать ингредиенты. Этого хватит, пожалуй, на 10, либо 12 пончиков. Делить на 12 гораздо проще, чем на 10. Сначала разделим тесто на 4 куска, а потом каждый кусок еще на 3. А то ж вдруг одному пончик достанется побольше, а другому поменьше. Нет, лакомство всем поровну. Гладкую сторону теста как бы натягиваем, чтобы из него получилась поверхность пончика. А еще я хотел предупредить, что бывают пончики из дрожжевого теста. Те раздуваются, получаются очень большими. Да вот посмотрите беляши на канале. Ведь это, по сути дела, те же самые пончики, только с мясом. Все, как вы любите. А это пончики творожные, поэтому они получатся несколько другими, но все равно очень вкусными. Предвижу вопрос, а какой творог выбрать? Какой жирности? Ну, конечно, не нулевой. Творог с 18% жирностью, скорее всего, жирный за счет пальмового масла. В самом по себе пальмовом масле ничего плохого нету, если только оно качественное и не является гидрогенизированным. Так очень часто делают, чтобы из жидкого масла сделать его твердым, чтобы фальсифицировать сливочное масло там и так далее. Так вот, как вы думаете, для того, чтобы изготовить фальсификат, эти жулики будут брать качественное пальмовое масло? Да ни за что. Возьмут то, что подешевле, для того, чтобы продать подороже. Когда мы готовим дома для своих родных и близких, мы должны думать совсем о другом. Например, о выборе масла для фритюра. Я рекомендую брать масло не самое дешевое. Берите получше. Если действовать грамотно, одно и то же масло можно использовать несколько раз. После того, как вы пожарили что-либо, дайте маслу отстояться, а потом аккуратно перелейте. При необходимости процедите масло. Но масла должно быть достаточно много, для того, чтобы оно нагрелось, набрало в себя как можно больше тепла. Именно через масло тепло должно передаваться, что в пончике, что в чебуреке, что в беляши. Одним словом, в любую еду, которую мы жарим. Когда вы готовите на газовой плите, будьте осторожны, будьте аккуратны. Дело в том, что дно сковородки на газовых плитах нагревается сильнее, чем само масло. И если пончики, либо любое другое изделие из теста будет лежать, соприкасаясь с дном, то, скорее всего, именно на дне они и подгорят. Идеальный случай, когда изделия из теста плавают в масле. Вот тогда все прожарится очень равномерно и не будет черных подпалин. Поэтому идеально было бы использовать особую фритюрницу, либо во многих мультиварках есть функция поддержания температуры на заданном уровне. Такая функция появляется и в некоторых индукционных плитах. Я советовал бы вам обзавестись такими устройствами. Места они занимают немного, а помогут на кухне здорово. Это не реклама. Я не скажу название бренда именно этой плиты. Таких плит достаточно много, выбирайте. Лучше я расскажу, для чего нужна дырочка в пончиках. Понимаете, когда кусок теста вот таким комком, сколько времени необходимо, чтобы он прожарился? А когда тесто имеет форму колбаски относительно небольшой толщины, разумеется, оно пропечется довольно быстро, и поверхность пончика останется золотистой, очень аппетитной, не слишком темной. Масло разогрето до 180 градусов. Я думаю, что это оптимальная температура для жарки. Впрочем, проверим. У каждой плиты есть некоторые свои индивидуальные особенности. Понимаете, если масла было бы немного, то у пончиков бы остался непрожаренный поясок. А так они погружены ровно до середины. И сначала прожариваем один край, а потом второй.
Ох, ну даже пережарился. Знаете, пожалуй, я попробую понизить температуру. 170 градусов. Со следующей партией все пойдет нормально. Многие люди ошибочно предполагают, что если налить масла больше, то, соответственно, и еда получится жирнее. Нет, это не так. Количество масла вот здесь, в сотейнике, останется практически прежним. И хоть вы нальете масло слоем 1 мм, или здесь добрый сантиметр-полтора, на пончиках осяет одинаковое количество масла. Возьмите ложку в руки и поливайте маслом пончики сверху, для того, чтобы у них корочка немного изменилась, отвердела. Так их будет легче переворачивать. А то во время переворота ненароком можно повредить тесто, сделать пончик недостаточно красивым. Если какие-то пончики получатся с вот такой трещиной, не беда, не расстраивайтесь. Я покажу вам способ, как избавиться от этих трещинок. Да еще какой симпатичный. Не переключайтесь, смотрите внимательно. Вот там за углом спрятана моя супруга, пока я дожаривал 5 остальных пончиков. Она эти украсила готовой, купленной в супермаркете, помадкой для куличей. Кстати, а вы знаете, сколько рецептов куличей опубликовано у меня в социальных сетях? Если видеть текста с фотографиями, есть даже 3 видео, посвященные куличам. И есть рецепт крымских чебуреков, который я советовал употреблять по-старому, посыпая их сахарной пудрой и корицей. Попробуйте посыпать пончики хотя бы сахарной пудрой, а если посыпите еще и корицей, ну чуть-чуть, я скажу вам, ребята, что вы просто молодцы. И пожелаю всем, кто приготовит по этому рецепту пончики, как всегда, приятного аппетита!